А ты высокий красавчик. Что ты делаешь? А что? Я женат, милая. И я замужем. И где же твой муж? Он в Сакраменто. А твоя жена? Сука драная. Главный кризис-менеджер ранчо Йеллоустоун, при виде которой волки с Уолл-стрит нервно крестятся. Ее язык острее скальпеля и жарче клейма для скота. Она одновременно самая уязвимая жертва и самый страшный хищник в долине. Но есть один факт, с которым согласны абсолютно все. Когда Бет Даттон появляется в кадре, отвести взгляд невозможно. Чем глубже мы будем погружаться в ее историю, тем меньше это будет похоже на историю злодейки. И тем более на историю человека, который научился выживать любой ценой. Досмотрев до конца, ты поймешь, почему миллионы зрителей обожают Бет, несмотря на ее жестокость. Почему одни считают ее сильнейшей героиней современного телевидения, а другие называют настоящим монстром. Мы разберем персонажа Бет Даттон и постараемся понять, почему ее появление в кадре захватывает все внимание зрителя. Давайте называть вещи своими именами. Йеллоустоун – это не вестерн про лошадок и красивые закаты. Это клан Сопрано, переодетый в ковбойские шляпы. Привет! Здорово! А вот и он! Дай поцелуй колечко. Может, лучше отсечка? Ранчо Йеллоустоун – тоталитарное государство в миниатюре, где земля важнее закона, а семья – это и есть главный криминальный синдикат. Джон Даттон в исполнении Кевина Костнера является патриархом этого ранчо. Но грязная работа и интеллектуальный садизм сконцентрированы в руках одного человека – его дочери. Если Джон – это власть ранчо, то Бет – его ядерное оружие. Знакомьтесь, Бет Даттон. Она не просто дочь босса. Она единственный человек во вселенной Тейлора Шеридана, способная уничтожить вашу компанию, вашу репутацию и вашу веру в человечество. Потому что у нее было скучное утро. Шалава драная. Еще не так давно дрочила парням за еду, Вероника. Знаете ли вы, что Тейлор Шеридан, создатель Йеллоустоуна, изначально писал Бет как персонажа-функцию, который должен был просто оттенять грубость ковбоев. Но увидев, как Кейли Райли вжилась в роль уже к 3-й серии, он полностью переписал ее арку, превратив Бет в центральное ядро трагедии Даттонов. И это, пожалуй, его лучшее решение, потому что без Бет сериал потерял бы 90% нервной энергии. Так давайте разберем, откуда у Бет такая ненависть к людям. Бет сильна не потому, что окружающие ее мужчины намеренно показаны слабыми и глупыми. Ее победы над конкурентами обоснованы ее интеллектом, умением просчитывать ходы и готовностью идти на крайние меры. Она живое доказательство того, что детские травмы лечатся не психологами, а сожжением врагов дотла. А вы знали, что актриса Кейли Райли, блестяще сыгравшая эту безжалостную американку, на самом деле тихая, невероятно вежливая британка. На съемочной площадке коллеги поражались тому, как по щелчку пальцев скромная Келли превращалась в ураган по имени Бет. Тейлор Шеридан писал диалоги Бет так, чтобы ни один персонаж физически не мог выиграть у нее спор. Теперь давайте копнем глубже и отправимся в детство. Мать Бет, Эвелин, была не просто строгой женщиной. Она была жестока в своей властности. И вот роковая конная прогулка. Мать падает с лошади и ломает позвоночник. Именно юная Бет и брат оказываются рядом с ней в последние минуты. Но самое страшное в этой сцене не сама смерть. Самое страшное – предсмертные слова матери, которая фактически обвиняет свою маленькую дочь в произошедшем. Для взрослого это тяжелейший удар, для ребенка – тотальная катастрофа. Именно здесь рождается настоящая Бет. Не та, которую мы видим позже с бокалом виски в руке. Не та, которую разносит корпоративные империи. А маленькая девочка, которая начинает искренне верить, что с ней что-то не так. Что она виновата, что она недостаточно хороша. Бет оказывается рядом в последние минуты. Самое страшное заключается не в самой смерти. Самое страшное – слова матери перед смертью. Мать фактически обвиняет дочь в произошедшем. И Бет навсегда застряла в этом моменте. А я убила маму. Как?
Испугалась. Но больше я не боюсь. Вся ее последующая бравада, алкоголизм и беспорядочные связи – это классический экшен-аут, попытка заглушить невыносимую внутреннюю боль и подтвердить мамины слова. Да, я плохая. Именно тогда начала формироваться та самая Бет, которую зрители позже полюбили и одновременно возненавидели. Если смерть матери заложила фундамент ненависти к себе, то поступок брата направил эту ненависть вовне. Она умнее всех мужчин на этом ранчо вместе взятых. Но проблема в том, что патриархальная система не знает, что делать с умной дочерью. С самого рождения Бет чувствовала холод. Ее любили не безусловно, а за полезность. И она выбрала стратегию. Если вы не дадите мне любовь за то, что я девочка, я заберу власть за то, что я опасна. Если смерть матери заложила в Бет фундамент ненависти к себе, то поступок родного брата направил эту ненависть на весь окружающий мир. Я говорю о тайном аборте. Этот слом происходит в подростковом возрасте. Бет беременеет от молодого Рипа. Да-да, того самого Рипа, которого мы все видим в ранчо Даттонов, как в отдельном спин-оффе. В панике она обращается за помощью к брату Джейми, но тут совершается одно из самых жутких предательств в истории сериалов. Для сокрытия беременности Джейми Даттон везет Бет в индийскую резервацию, где ее стерилизуют как животное. Она навсегда теряет возможность иметь детей. Без ее ведома, без ее согласия, базовое доверие к миру уничтожено навсегда. И это становится точкой невозврата. А я бесплодна. Ты должен знать. Жизнь со мной – это тупик. Лишение репродуктивной функции без согласия – это физическое и психологическое насилие высшего уровня. С этого момента формируется ее гиперкомпенсация. Бет решает, если мир так жесток, она должна быть самой жестокой вещью в этом мире. Больше никто и никогда не будет иметь над ней контроль. Ее ненависть к Джейми патологична, но абсолютно объяснима. Какая же ты ядовитая. Не помню, какой ты была до того, как ее убила. Для нее он ходячее напоминание об украденном женском начале и праве на будущее. Джейми становится для Бет громоотводом, на который она проецирует всю свою накопившуюся ярость. С самого рождения она росла в мире, где главными ценностями были земля, власть, верность семье, готовность пожертвовать собой. Отец обеспечивает, он защищает, учит быть сильными всех детей, но редко говорит о чувствах. Для мальчиков такая среда еще работает, для девочки гораздо хуже. Это самая сложная динамика в сериале. Отношения Бет с отцом Джоном Даттоном. С одной стороны, она боготворит отца. С другой, именно он создал из нее того монстра, которым она стала. Бет всю жизнь отчаянно борется за его любовь. Каждая уничтоженная компания конкурентов, каждый сломанный враг – это просто попытка маленькой девочки услышать «Я горжусь тобой». Бет с детства пытается заслужить внимание отца, она хочет его одобрения, хочет быть особенной, хочет быть тем ребенком, которым отец сможет гордиться. Именно здесь начинается формирование ее личности. Но все же, почему Бет разрушает себя? Многие зрители замечают странную особенность. Бет словно специально ищет опасность. Алкоголь, конфликты, саморазрушительные решения, провокации. Почему? Потому что внутри нее живет убеждение «я не заслуживаю счастья». Это очень распространенный эффект детской вины. Если ребенок считает себя причиной трагедии, он начинает бессознательно наказывать себя во взрослой жизни. Поэтому Бет постоянно балансирует между жизнью и самоуничтожением. Она выигрывает битвы. А ты серьезно? Нет. Это была метафора. Но редко позволяет быть себе счастливой. Пока братья с отцом занимались лошадьми и семейными разборками, Бет выбрала другое оружие – финансы. Она стала блестящим специалистом по слияниям и поглощениям компаний. Последний раз я смущалась, когда мне не было 20. Пикантная выходит картинка. Можете потом на нее подрочить. Хотя вы наверняка дрочите только перед зеркалом. Только при хорошем освещении. Я так и думала. Обратите внимание на гардероб Бет. Художники по костюмам специально подбирали ее деловые образы так, чтобы они напоминали броню. Строгие линии, острые плечи,
глубокие цвета. Она буквально надевает доспехи перед тем, как идти убивать на Уолл-стрит. Она – финансовый терминатор. Если вы владелец компании, который мешает ее папочке, Бет зайдет к вам в офис на шпильках, выпьет ваши виски и сольет ваши акции быстрее, чем вы скажете рейдерский захват. Некрасиво вышло с деньгами. Я удвою эту сумму, если добавишь к сегодняшнему обеду на персонал один идеальный рибай. Так почему же Бет Даттон – один из самых популярных персонажей современного ТВ? Почему женщины хотят быть на нее похожими, а мужчины завороженно смотрят на экран? Секрет в абсолютной сепарации от чужого мнения. Мы живем в обществе, где постоянно вынуждены подавлять свои эмоции, быть вежливыми, соответствовать ожиданиям. Бет – это наше теневое «я». Она делает то, что мы тайно хотим сделать, когда нас доводят. Говорить правду в лицо, уничтожать обидчиков, плевать на приличие. У нее нет внутреннего цензора. Страх смерти или осуждения у нее атрофирован. Но есть один человек, который может победить Терминатора в юбке. Только с ним Бет снимает броню. Почему? Потому что Рип единственный, кто не боится ее демонов. Он принимает ее полностью сломанной. Для Бет, которая всю жизнь живет с установкой «я монстр, меня нельзя любить», безусловная, тихая и мощная любовь Рипа – это единственная форма психотерапии, которая ей доступна. Рип для нее якорь в реальности. Рип – единственное безопасное место. Если Джон – ее война, то Рип – ее убежище. Рип Уиллер – единственный человек, рядом с которым Бет не нужно играть роль. Почему? Потому что Рип знает ее настоящую. Не ту, которую боится весь штат, а ту девочку, которая потеряла мать, ту девушку, которая предал брат, ту женщину, которая боится быть нелюбимой. Для человека с тяжелой травмой наличие хотя бы одной безопасной привязанности имеет огромное значение. Рип становится именно такой фигурой. Ты умнее, чем выглядишь. Так себе комплимент, но какой есть. Не спасителем, не психотерапевтом, а человеком, рядом с которым она может снять броню. Многие считают Бет самым сильным персонажем сериала. Но ее сила не в том, что она ничего не боится. Наоборот. Она боится постоянно. Боится потерять семью. Боится быть отвергнутой. Боится снова пережить ту боль, которую испытала ребенком. Именно поэтому она превращает страх в ярость. Боль в сарказм. Уязвимость в жестокость. История Бет Даттон – это не история сильной женщины. Это история травмированного ребенка, который настолько хорошо научился защищаться, что весь мир начал принимать защиту за ее настоящую личность. И, возможно, именно поэтому зрители любят ее больше многих других героев. Потому что под всей агрессией, цинизмом и разрушительной энергией они видят человека, который отчаянно хочет того же, что и все остальные. Быть любимым и не потерять тех, кто ему дорог. А что вы думаете об Бет Даттон? Оправдывает ли ее прошлое те поступки, которые она совершает в настоящем? Жду ваши самые горячие мнения в комментариях. Читаю все и отвечаю каждому. Да, и не забудьте подписаться. Я предпочитаю тех, чья жизнь уже насыщена. Тогда ему будет чем поделиться, понимаешь? Захочу слепого обожания, заведу собаку. Пойду к своему ковбою.